storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive where the grass is green and we're still alive. I hope I'll see you on the other side. I know that I'll be paying for the ride. Всем привет! Меня зовут Лена, и это канал магазина kugasamokat.ru, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. В последнее время у нас было огромное количество комментариев и вопросов про Kuga M4 Pro, в частности, про его рулевую рейку. M4 Pro – это одна из самых популярных моделей электросамокатов, причем не только у Kuga, а вообще. Но это далеко не новая модель. Я бы сказала, что он один из долгожителей бренда. Kuga постоянно дорабатывает свои самокаты и в течение одного сезона может по несколько раз добавлять обновленные элементы. Помимо этого, прошлой весной M4 Pro пережил масштабное обновление. Поэтому сейчас он довольно сильно отличается от своей первоначальной версии. Но что всегда было присуще M4 Pro – это проблема с люфтом в рулевой колонке и необходимость ее подтягивания чуть ли не после каждой поездки. В прошлом году Kuga доработали рулевую рейку и поменяли механизм складывания с крючка, как на MaxSpeed, на тот, который есть сейчас. Складывать самокат, на мой взгляд, стало удобнее. Но ситуацию с люфтом кардинально это не изменило. Поэтому этой весной главное изменение снова коснулось именно этого узла. Но давайте, для тех, кто не так близко знаком с M4 Pro, я сначала расскажу про его основные технические характеристики. А тем, кому интересно, как выглядели прошлые модели, смотрите наш прошлогодний ролик по ссылке в описании. Мотор-колесо расположено сзади и имеет мощность 600 Вт. Хотела было я сказать. Маркировки-то на самом мотор-колесе нигде нет. Зато в инструкции написано, что мощность у мотор-колеса 500 Вт. И максимальная скорость теперь указана не 50 км в час, а 40-45. Но мы это, конечно же, обязательно проверим чуть позже, так что смотрите до конца. И это, конечно, мое личное мнение. Но, видимо, из-за падения курса рубля Kuga пришлось бы либо еще сильнее поднять цену на него, либо, придерживаясь своей политики бюджетного бренда, во всяком случае на российском рынке, вернуться к более дешевым комплектующим. На данный момент обновленные M4 Pro 2021 года доступны с двумя вариантами аккумуляторов – 13,5 и 18 Ах. В прошлом году были версии на 17 Ах, но они не поставляются уже около полугода и вряд ли начнут. Колеса диаметром 10 дюймов, с надувными покрышками шириной 8 см, с протектором, хорошо подходящим как для асфальта, так и для бездорожья. Максимальная нагрузка на самокат – 150 кг. Тормозная система не претерпела никаких изменений. По-прежнему два дисковых тормоза с механическим приводом на переднем и заднем колесе. Рукоятки нажимаются туговато, гораздо туже, чем, например, на тех же G1 и X8. Также есть рекуперация. Подвеска оснащена двумя пружинными амортизаторами спереди и двумя сзади. При этом задние амортизаторы находятся в защитных колпаках, чтобы уменьшить попадание влаги и грязи на них. Дека покрыта практичным противоскользящим резиновым покрытием. В комплекте с M4 Pro стандартно идет сиденье, в штоке которого тоже есть небольшая пружина, смягчающая ощущение от наезда на кочки. Проблема M4 Pro, в отличие от MaxSpeed и G-Booster, заключается в том, что для того, чтобы полностью убрать крепление сиденья, нужно перебрать всю заднюю подвеску, иначе платформа для крепления штока будет занимать приличный кусок задней части деки и будет вам мешаться под ногами. А в передней части деки крепится гусь, и в итоге длина рабочей поверхности деки составляет всего 39 см. Как сидушка, так и рулевая стойка имеют довольно большой диапазон регулировки по высоте.
Так что М4 Pro с легкостью подойдет как самым маленьким, так и тем, чей рост стремится к 2 метрам, а то и выше. Как я уже говорила, у М4 Pro есть механизм складывания рулевой стойки. Для того, чтобы сложить самокат, нужно вытянуть фиксатор и повернуть его, зафиксировав за болтик. После этого можно нажимать на язычок на гусе и опускать рулевую стойку. Она должна сама зафиксироваться в сложенном состоянии с характерным щелчком. Для того, чтобы разложить самокат, нужно снова нажать на язычок. Вернув стойку в вертикальное положение, не забудьте про фиксатор, чтобы самокат не сложился у вас на ходу, если вы случайно наступите на язычок. Также у самоката есть возможность сложить рукоятки руля. Я, например, часто это использую, закатывая самокат в лифт. При хранении самоката дома это тоже весьма полезная опция, благодаря которой самокат становится гораздо компактнее. И вот теперь, пожалуй, можно перейти к видимым отличиям версии 2021 года от прошлогодней. Помимо мотора, который, по всей видимости, снова 500-ваттный, еще одно отличие заключается именно в складных рукоятках. Раньше они просто защелкивались без дополнительной фиксации, а чтобы их сложить, нужно было просто потянуть муфты в разные стороны. Из-за этого со временем в рукоятках появлялся небольшой люфт. Теперь же муфты закручиваются на резьбу, и хорошо их затянув, вы избавитесь от каких-либо люфтов. Но сразу могу сказать, что закручивать их долго и не так уж удобно из-за обилия проводов. Возможно, помогла бы смазка, которую Kuga, в отличие от X1, тут почему-то пожалели. Но, как я и говорила, основная проблема М4 Pro заключалась в люфте самой рулевой стойки. И подтягивание механизма складывания не сильно помогало. На форумах писали, что необходимо было подтягивать гайку, которая находилась в самом низу внутри трубы рулевой. А разбирать полсамоката и добираться туда желающих было мало. Поэтому Kuga изменили конструкцию и вынесли эту гайку наружу. Точнее, теперь это 2 контргайки. И устранить люфт можно гораздо легче, не разбирая рулевую стойку. Хотя по моим субъективным впечатлениям, этот узел уже стал как-то массивнее и собраннее, чем был раньше. Как говорят, внутри деки в месте крепления гуся появился дополнительный элемент усиления. А над новой гайкой добавился еще один хомут с 3 болтами, который стягивает крепление штока руля с самой трубой рулевой рейки. И вот тут сначала и появилась та самая проблема, о которой нам писали. Спустя несколько десятков километров у многих руль в этом месте просто-напросто отрывало. Но Kuga довольно быстро отреагировали на эту проблему и добавили сюда сварку. Поэтому, если вас волнует вопрос покупки какой-то не той версии, просто приходите к нам в магазин. У нас всегда в наличии только самые свежие поставки. Ну, или просто обратите внимание на место над хомутом. Тут обязательно должен быть сварной шов. К тому же, самые новые модели Kuga M4 Pro можно отличить по передней фаре. Да, она тоже изменилась. Теперь вместо фары с одним линзованным диодиком, тут большая яркая фара, такая же, как на G2 Pro. Но все так же вместе с ней включается боковая разноцветная подсветка, а задняя фара также загорается при торможении, сигнализируя об остановке. Не изменились и элементы управления на руле. Замок с вольтметром и ключами, без которых вы не сможете включить самокат. Цветной бортовой компьютер со всей необходимой информацией о скорости, пробеге, заряде батареи и так далее. И слева отдельная панель, на которой включается освещение, кнопка поворотников, которыми в реальной жизни почти никто не пользуется, и звуковой сигнал, издающий странноватый звук, но более громкий, чем на прошлых версиях. Одна проблема – если установить на руль крепление для телефона, до этой кнопки крайне неудобно дотягиваться. Еще одно маленькое изменение есть в проводе питания мотор-колеса. Раньше он проходил под амортизатором. У нас такой проблемы не было, но вроде бы жаловались на его быстрый износ. Теперь провод проходит над задним амортизатором и дополнительно фиксируется колпачком, который сделан так, что потерять его невозможно. Есть информация, что на батарее теперь появился предохранитель, и аккумулятор стали укладывать в пластиковый кожух, который дополнительно защищает ее от повреждений и попадания влаги. Но информации о пылевлагозащите нет, потому что по-прежнему остаются без дополнительной защиты провода, уложенные в передней части деки. Поэтому озаботиться вопросом дополнительной гидроизоляции все-таки стоит. Ах да, еще на самокатах 2021 года выпуска нигде не указана мощность мотора
и емкость аккумулятора. Поговаривают, что это сделано для того, чтобы ретивые инспекторы ГИБДД, остановив вас, не смогли предъявить претензий за езду на мопеде, который по определению должен быть мощнее 250 Вт. А раз мощность нигде не указана, то бог там знает, на чем вы едете. Для наших инспекторов довод, честно говоря, сомнительный, и уж тем более не имеет отношения к емкости аккумулятора. И русские люди резонно побаиваются, что недобросовестные продавцы могут продать им один самокат под видом другого, просто заменив коробку. Но, как я уже говорила, 17-амперных самокатов в новой версии просто нет. А отличить 13-амперную версию от 18-амперного самоката по пробегу не составит большого труда. Ну что ж, это, пожалуй, вся информация, которая мне на данный момент известна про новый М4 Pro. А значит, пришло время проверить, насколько эти изменения действительно заметны во время езды. И сделали ли они самокат комфортнее. Into the black hole. Sing for my soul. Through the black hole. Первым делом меня сильно заинтересовала информация о том, что мотор на новом М4 Pro теперь установлен мощностью 500 Вт. Ведь жалобы на то, что он стал медленнее, действительно были. Мы поехали мерить скорость на тот же самый участок, что и всегда. И к большому огорчению тоже заметили разницу. С нашим оператором, там где прошлогодний М4 Pro с ним разгонялся до 50 км в час, этот смог только до 39. Хотя при его весе больше 100 кг, это в принципе соответствует заявленному в инструкции. Но со мной весом 57 кг он разогнался до все тех же 50 км в час, что и прошлая версия. Какой из этого можно сделать вывод? Худейте. Результаты замера скорости меня до конца не убедили, что мотор тут действительно слабее. Поэтому мы поехали тестировать горки. Нагляднее всего разница снова была заметна на более тяжелом райдере. Прошлый М4 Pro, пусть и с напрягом, но все же въезжал с ним в эту горку. В этот раз силенок немного не хватило. Может, проблема все же не в самокате, а в весе оператора? Шучу. На мой взгляд, с моим весом разница тоже была. Прошлый М4 Pro в эту же самую горку почти влетал. Сейчас же вторую часть горки самокат проехал заметно тяжелее. Но, честно говоря, ощущения все равно субъективны. Я сидела и полчаса сравнивала кадры. Разница не то чтобы бросается в глаза. И даже после тестов, и несмотря на данные в инструкции, я все равно не уверена, что на деле моторы действительно отличаются по мощности. Мне также почему-то показалось, что по подвеске эта версия стала чуть жестче, чем раньше. Вернее, жестче стали задние амортизаторы. Моего веса не очень-то хватало, чтобы было видно их работу. У нашего оператора получилось лучше, но даже с ним видно, что ход подвески не очень большой. Много разговоров идет о том, есть ли на нем рекуперация. Я, например, ее отчетливо ощущаю. Ее можно заметить буквально слегка нажав на рукоятку, на высокой скорости или спускаясь с крутой горки. Самокат заметно тормозит, издавая характерный гул мотора. Но никакого резкого толчка вперед не ощущается. Как и ощутимой подзарядки аккумулятора от этого не будет, не обольщайтесь. Просто рекуперация делает торможение немного более плавным, сглаживая момент срабатывания тормозных колодок. Но не сказала бы я, что от этого сильно сократился тормозной путь. Со мной со скоростью в 30 км в час самокат при резком торможении останавливается не меньше, чем за 8 метров, распугивая пешеходов пронзительным свистом. Складные ручки руля, закручивающиеся на резьбу, я бы назвала спорным решением. Да, раньше у них со временем появлялся небольшой люфт, но он вполне себе регулировался затягиванием болтика. Теперь же ручки разбалтываются значительно быстрее. Обладатели X1, думаю, поймут. Буквально после проезда по паре пешеходных переходов. Если что, в Москве они по ощущениям напоминают стиральную доску. Да, затянуть муфты можно руками без всяких инструментов, но делать это приходится гораздо чаще. Я лично своими глазами не видела, стала ли аккуратнее укладка проводов внутри самоката и лучше ли стали упаковывать батарею. Но могу точно сказать, что крепить внутри деки ее точно стали надежнее. Потому что раньше у самоката на неровной дороге постоянно что-то брякало внутри. Теперь же самокат едет тихо
и не гремит. Но что однозначно стало лучше, так это передняя фара. Она бесспорно стала ярче, а световая граница четче. Изначально, правда, она светила прохожим в глаза, поэтому стоит загнуть ее немножко вниз. Что ж, Kuga, конечно, молодцы, что стараются дорабатывать свои самокаты. Пусть и не всегда это сразу получается удачно. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Новый М4 Pro по ощущениям действительно стал более монолитный. Появление люфтов так или иначе неизбежно у любого самоката с подвижными и складными элементами. Но тут, надеюсь, они теперь будут появляться не так быстро. Да и подтянуть теперь не составит проблем. И хоть закручивающиеся ручки руля и получились на любителя, но все-таки новый М4 Pro мне нравится. Даже если мотор и стал менее мощным, то это не сильно заметно, особенно с нетяжелым райдером. Да и в любом случае, выбор у нас небольшой. М4 Pro по-прежнему остается одним из самых бюджетных самокатов с подобными характеристиками. Это наиболее универсальная модель и отлично подходит для тех, кто покупает свой первый электротранспорт и еще не до конца уверен в том, что именно ему подходит. Конечно, если есть возможность, то я всегда советую приехать к нам в магазин и покататься на различных моделях на тест-драйве. Потому что далеко не все характеристики самоката можно передать через описание на сайте. Так что ждем вас к нам в гости. А я с вами на этом прощаюсь. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя и до скорых встреч!